Всем привет, с вами Дина, и я очень рада видеть вас на своем канале «Коллекция рецептов». На Северном Кавказе живет много разных народностей, и у каждой существуют свои древние кулинарные традиции. Сегодня речь пойдет об осетинских пирогах, символе счастья, изобилия и благополучия. По праздникам в Осетии подают 3 пирога, но поскольку я буду готовить их с 3 видами вкусной начинки, то и тесто приготовлю в 3 раза больше. Список продуктов, которые вы видите на экране, идет из расчета на 3 пирога. Для теста нам понадобится 500 граммов муки, 200 мл кефира, 100 мл воды, 1 яйцо, 1,5 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка сахара, 1/3 чайной ложки соли и 3 чайные ложки сухих дрожжей. Для приготовления теста я воспользуюсь большой миской. Выливаем в нее кефир комнатной температуры, теплую воду, высыпаем соль, сахар, слегка перемешанные яйца, высыпаем дрожжи и все тщательно перемешиваем, пока соль и сахар полностью растворятся. Добавляем в чашу немного муки и пока тесто жидкое, вымешиваем его венчиком. Добавляем еще муки и продолжаем перемешивать руками. Высыпаем оставшуюся по весу муку и продолжаем месить. Вливаем примерно 1/3 часть растительного масла и вмешиваем его в тесто. Продолжаем месить тесто в течение 5-7 минут. За это время добавляем еще 1/3 часть масла. Тесто получилось мягкое и эластичное. Выливаем на него остальное растительное масло, смазывая им поверхность теста и стенки посуды. Накрываем чашу полотенцем и убираем подходить в теплое место. Я использую для этого духовку с включенной лампочкой или режим минимальный нагрев. А пока наше тесто подходит, займемся начинками. Для первой начинки возьмем 800-900 граммов куриного фарша и по полпучка зеленого лука, укропа и кинзы, соль и перец. Куриное мясо я предварительно смолола, а сейчас нарезаем зелень и зеленый лук. Нарезанную зелень высыпаем в фарш. Добавляем соль, перец и тщательно перемешиваем начинку. Для приготовления второй начинки нам понадобится 800-900 граммов творога и по пучку зеленого лука, укропа, кинзы, кервеля, соль и перец. Вместо творога можно использовать адыгейский сыр, осетинский, сулугуни или брынзу. Мелко режем кинзу, укроп, кервель и зеленый лук. Вместо кервеля можно использовать петрушку. Нарезанную зелень присыпаем солью, перцем и добавляем творог, слегка разминая его руками. Начинку тщательно перемешиваем. Наша творожная с зеленью начинка готова. Чтобы приготовить третью начинку, нам потребуется 600 граммов любого рассольного сыра, 5-6 крупных отварных картофелин, соль и перец. Я заранее отварила картофель в подсоленной воде, слила отвар и пока картофель был горячим, измельчила его в пюре. Для этой начинки я использую 2 вида сыра – брынзу и адыгейский. В отдельную миску измельчаем сыр. Брынзу я натру на крупной терке, а адыгейский сыр разомну руками. Сыр слегка присаливаем, добавляем перец и выкладываем остывшее картофельное пюре. Вымешиваем начинку до однородного состояния. Все начинки подготовлены, а тем временем тесто отлично подошло. Стол слегка присыпаем мукой и выкладываем наше тесто. Делим его визуально на 3 части. И каждую часть делим еще на 3 части. Далее приступаем к формированию самих пирогов. Рекомендую это делать непосредственно на пергаментной бумаге или силиконовом коврике, на котором будут выпекаться пироги. Укладываем коврик на противень, слегка присыпаем его мукой. Берем тесто и гладкой стороной кладем его на коврик.
Руками распределяем тесто в небольшую лепешку и выкладываем на нее третью часть начинки. Сейчас готовим пироги с куриным фаршем. Края теста нужно собрать к центру и хорошо их защипнуть. Переворачиваем подготовленный шар швом вниз и осторожно, не спеша, ладонями растягиваем тесто с начинкой в аккуратную ровную лепешку. В центре лепешки делаем небольшое отверстие для выхода пара. Ту же процедуру повторяем со вторым и третьим пирогом. Ничем не смазывая пироги, отправляем их в разогретую до 200 градусов духовку и выпекаем их в течение 25-30 минут. Пока пироги с мясом пекутся, подготовим пироги с творогом и зеленью. Повторяем процедуру тем же самым способом. Разница лишь в том, что пироги с готовой начинкой достаточно в нескольких местах проколоть вилкой. Пироги с мясом уже готовы. Достаем их и перекладываем на тарелку стопкой по 3 штуки, обильно смазывая каждый растопленным сливочным маслом. На освободившиеся противни перекладываем пироги с творогом и зеленью и отправляем их в духовку. А пока они пекутся, сформуем пироги с третьей начинкой. Когда готовите осетинские пироги, учитывайте одну особенность. Пропорция теста должна соответствовать пропорции начинки. То есть какой колобок теста вы берете, столько же по весу должно быть и начинки. Как правило, 300 граммов теста и 300 граммов начинки на один пирог. Пироги со второй начинкой готовы. Устанавливаем третьи пироги в духовку, а эти также смазываем растопленным сливочным маслом. Спустя полчаса и третьи пироги подоспели. Традиционно в Осетии пекут эти пироги на различные праздники, и символизируют они 3 главные составляющие мира – Бога, Солнце и Землю. Пироги получились необыкновенно мягкие, нежные и ароматные. За счет разных начинок вкус у каждого пирога индивидуальный. Я показала вам всего 3 вида начинки, а их существует великое множество. Пока пироги не остыли, я традиционно приглашаю всех к столу и желаю приятного аппетита. Если вы тоже любите осетинские пироги, ставьте пальчик вверх. Поделитесь этим видео с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть плейлисты сладкой и несладкой выпечки. Посмотрите их, если вам интересно. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.